Всем привет! Итак, подготавливаю к испытаниям проводники. Вот я нарезал монтажный провод, сечение 1,5 квадрата по меди, под скрутки приготовил и под ваговские зажимы. Линеечка у меня тут, длина я сделал, чтобы у меня была длина провода 10 сантиметров. Тут сминусую на ваговские зажимы по 12 миллиметров с каждой стороны. Буду делать одинаковое все. Постараюсь. И под скрутки тоже, тут они подлиннее у меня получились. По 4 сантиметра с каждой стороны я оставляю под скрутку, чтобы также длина провода между скрутками была тоже 10 сантиметров, как и между ваговскими зажимами. Так, вот они у меня, ваговские зажимы, 50 штук. Приобрел в магазине, правда, только вот такие были, под 4 провода. Ну, я думаю, разницы никакой нету. Маркировка на них Вага написано, 773 серия. Ток номинальный, так, сейчас я посмотрю, сразу скажу. 400 вольт, так, медь от 1,6 квадрат до 2 квадрат по меди зажимается вот этот зажим, и ток до 20 ампер. Так, сейчас фокус попробую поймать в камеру. Вот. Не знаю, будет видно или нет. 20 ампер должны они держать длительное время. Номинальный ток и максимальное сечение по меди 1,6 квадрата. Ой, не 1,6, 2 квадрата. Так, вот, выровнял все проводники, все провода. Вот так получилось. Сейчас буду отмерять здесь по 4 сантиметра, здесь по 12 миллиметров маркером отчерчу, чтобы потом снимать изоляцию строго в одном и том же месте, чтобы в итоге получилась одинаковая длина проводников в сумме. Так, 12 миллиметров. Так, выравниваю. Сейчас попробую, как мне вообще тут будет получаться. Так, на одном проводе сейчас я замерю. Так. Проложу линию, по которой буду снимать изоляцию. Так, с одной стороны провел. Так, сейчас мне надо 10 сантиметров. 12 миллиметров максимальная длина проводника, которая вставляется в ваговский зажим. Можно и в принципе и 10 миллиметров. Тоже нормально зайдет. Вот так. Вот сейчас провода готовы к укорачиванию. Так, сейчас придется по одному проводу укорачивать. Заодно покажу, как фирменные плоскогубцы кусают хорошо провод. 1,5 тут в принципе что кусать. Если бы 16 квадрат перекусывал, там другое дело. Так, ну все, одинаковую длину я сделал. Сейчас беру
добрые старые советский съемник изоляции и снимаю изоляцию с двух сторон. Так, изоляцию снял. Ваговские зажимы. Так, мусор в сторону. Так, ну вот, соединил 50 ваговских зажимов. Должен сказать, что болтаются они как хотят, свободно. Конечно, ну, чего следовало ожидать. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Такая гирлянда получилась. Практически новогодняя. Сейчас дальше буду делать скрутку. Так, вот сделал общий план. Так выглядят соединенные последовательно 50 ваговских зажимов на ток 20 ампер. Так, вот давайте начало и поехали. Кому интересно, могут посчитать количество. Так, изоляцию зачистил. Сейчас буду скручивать проводники.
делать скрутку. Сделаю я ее длиной, наверное, 3 сантиметра сделаю. Достаточно было для сравнения. Я думаю, 3 сантиметров вполне хватит. Ну вот таким образом сейчас я все провода и буду скручивать. Затем пассатижами прожму скрутку и уже покажу готовую гирлянду. Итак, закончил последнюю скрутку. Так, сейчас сделаю замер. Если вот 2 провода, так, 20 сантиметров. Так, скрутка у меня получилась короче 3 сантиметров. Нет, вот тут, ну, 3, где-то даже меньше 3. Есть скруточки, вышли по 2,5, ну, где-то так вот. Тоже таких вот у меня получилось 50 скруток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Вот, 50 скруток. Сейчас осталось дело за малым. Произвести испытания и сравнения по переходному сопротивлению. Так, приготовил я к испытаниям цепь из 50 соединенных ваговских зажимов. Вот так они выглядят, последовательно соединенные. Значит, в цепь последовательно я подключил амперметр для измерения тока, вольтметр параллельно, также мультиметр цифровой и цифровые электроизмерительные клещи. Сейчас буду плавно увеличивать напряжение до того момента, когда на амперметре стрелка не встанет на цифру 5. 5 ампер буду подавать, то есть в эту цепь из 50 ваговских зажимов. Сейчас общий вид сделаю. Кому интересно, можете посчитать количество. Так, смотрим на амперметр. Так, сейчас установлю на цифру 5. Видите, да, стрелка? Буду определять переходное сопротивление по закону Ома. Так, точно на 5 стоит 5 ампер. Здесь, значит, вольтметр на пределе 15 вольт установленный. Вся шкала 15 вольт. Так, сейчас показываю 21 деление, то есть 2,1 вольта. Так, что показывают цифровые приборы? Вы видите, 2,309 вольт. И ток 5,11.
Сейчас я это все запишу. Затем мы напряжение делим на ток, получаем сопротивление всей этой цепи. После этого я аналогичным способом проверю тоже 50 скруток и цельный провод, точно такой же полторашку одинаковой длины вот с этим проводом. Так, подключил скрутки, 50 скруток. Аналогичным способом все то же самое. Длина между скрутками точно такая же, как между ваговскими зажимами. Даже могу продемонстрировать. Все делал одинаково по 10 сантиметров. Даже вот между скрутками даже чуть-чуть, там может на миллиметр подлиннее провод получился. Так, вот расстояние. Опять же подаю ток до 5 ампер. Так, стрелочка ровно на 5. Вольтметр ничего не показывает. Стрелочный на цифровом 0,565 вольта, ток 5,5 такие параметры. То есть ток одинаковый. Так, ну вот тут чуть-чуть снизился точок. Сейчас я прибавлю. Значение тока одинаковое, а напряжение гораздо меньше, как вы видите, по сравнению с ваговскими зажимами. Так, ну вот эти параметры запоминаем, потом будем сопротивление высчитывать. Сейчас дело за цельным проводом, точно таким же полторашкой, такой же длины. Итак, вот я приготовил цельный провод, точно такой же длины, там 5 метров 10 сантиметров получается у меня. Подаю ток. Напряжение опять на стрелочном вольтметре не возрастает. Так, вот 5 ампер. Даже чуть побольше не получилось. Сейчас выровняю. Так, вот ровно 5 ампер показывает этот стрелочный амперметр. Класс точности у него единица. Так, далее, что показывают нам цифровые. Смотрим. 0,474 вольта. Ну, пускай 0,475. Попеременно меняется напряжение. Так, и на клещах 5,11 ампера. Ну, сейчас можно посчитать сопротивление, какое получилось всех этих соединений, и сделать соответствующие выводы.